Здравствуйте! Сегодняшний наш рассказ о колорадском жуке, одном из наиболее известных вредителей сельского хозяйства. Это маленькое насекомое принадлежит к семейству жуков-листоедов. Он стал объектом внимания ученых и фермеров благодаря своей разрушительной деятельности. В этом видео мы расскажем вам о его распространении, внешнем виде, жизненном цикле и методах борьбы с ним. Масштабом завоевания этого жука могут позавидовать великие полководцы прошлого. Если в книгах 70-80-х годов в описании ареала колорадского жука говорилось о его распространении на территории современной России от Прибалтики до Черноморского побережья, то уже к концу 20 века вредитель добрался до Дальнего Востока. Сейчас он уже встречается в Приморье. Таким образом, остановить его распространение не удалось. Полчища этих насекомых пересекли океан и захватили огромный евразийский континент. Человек ничего не смог противопоставить этому вторжению. Вместе с картофелем этот жук начал двигаться с юга США на север страны, а со временем попал и в Европу. Крылатые захватчики пожирают на своем пути целые поля культурных растений, оставляя после себя только обглоданные стебли и голую землю. Большинство инвазивных животных, которые попадают в новые для себя места обитания, вынуждены искать источники пропитания. Если посмотреть на эти аккуратные посадки, ровные грядки и ухоженные растения, то кажется, что им ничего не угрожает. Но на самом деле этот огород обречен. Он уже захвачен опасным чужаком, увидеть которого сразу не получится. Этот враг скрытен, но стоит поднять листья, как можно увидеть ярко окрашенного, медлительного и ужасного коварного жука. Большинство культурных видов растений, которые относятся к семейству посленовые, прибыли к нам из Нового Света. Это томаты, перец, табак и, конечно же, всеми любимый картофель. Именно картофель привлек из-за океана самого страшного вредителя посленовых культур – колорадского жука. Колорадский жук, или же картофельный листоед, родом из Северной Америки. Изначально он жил в пустыне Сонора, однако вместе с посадками посленовых культур, картофелем и табаком, распространился на север, а к концу 19 века захватил весь североамериканский континент. Семейство листоедов, к которому относится колорадский жук, это достаточно обширное семейство некрупных жуков. Все они практически вегетарианцы, то есть питаются только растительной пищей. Как у личинок, так и у жуков одна и та же пищевая база. У них достаточно выпуклое тело, чем-то похожее иногда на божьих коровок. Жуки часто могут подгибать усики и ноги под тело, поэтому их не видно, когда жуки сидят на листе. На первый взгляд колорадский жук кажется хрупким и слабозащищенным, но это обман. На самом деле это насекомое – виртуоз выживания. Колорадский жук невелик по размерам. Он редко вырастает больше 12 мм. Зато эти насекомые способны пережить самую суровую зиму. Это потому, что взрослые особи во время холодов могут зарываться в землю на глубину до 70 см, что позволяет им пережить самые суровые морозы. Многие думают, что на своих полосатых крыльях жук не способен хорошо летать. Но это ошибка. На самом деле он способен развивать скорость до 7 км в час. Если учесть размеры тела, то скорость просто ошеломляющая. Когда наступают голодные годы, жук впадает в спячку, которая может длиться до 3 лет. За время своей жизни колорадский жук проходит 4 стадии – яйца, личинки, куколки и взрослого насекомого – имаго. На зиму взрослые особи уходят глубоко в землю, а с наступлением весеннего тепла тут же выползают на поверхность и нападают на ближайшие молодые всходы. Размножение колорадского жука начинается при температуре воздуха плюс 10-12 градусов. Причем, если самка успела спариться до ухода на зимовку, то весной после пробуждения, при наступлении благоприятных условий, она сразу же начинает откладывать яйца. В одной кладке самки колорадского жука насчитывается от 30 до 70 яиц. На развитие яиц необходимо от 1 до 2,5 недель. Первые особи, вышедшие из земли после спячки, очень слабые. Но если рядом есть источник корма, то они весьма быстро набирают силу. Когда температура воздуха поднимается до отметки в плюс 13-15 градусов, начинается массовое пробуждение,
и на свет выползают особи с высокой способностью репродукции. Развитие колорадского жука происходит, как правило, в течение 1 года. Однако одной из особенностей колорадского жука является его умение впадать в многолетнюю диапаузу, которая может длиться 2-3 года. Это позволяет колорадскому жуку переживать голодные годы, суровые зимы или сильные засухи. Это также сильно затрудняет борьбу с этим вредителем. Жук имеет 2 степени защиты. Первая степень – это когда он притворяется мертвым, в случае его поимки. А вторая степень защиты – химическая. Жук выделяет едкую желтую жидкость, и если птица решится склевать этого жука, то у нее возникнет приступ неукротимой рвоты. Эта способность притворяться мертвым называется тонатоз. Ею обладают не только насекомые, но и позвоночные животные, например, ужи, опоссумы или еноты. Для того, чтобы обмануть хищника, жертва замирает в неудобной позе, сбивая охотника с толку. Этой тактикой жук владеет в совершенстве. Для защиты колорадский жук выделяет 2 токсина. Первый из них – это солонин, который он накапливает, поедая посленовые. Солонин – растительный гликозид, ядовитое органическое соединение, которое является ядовитым для человека и животных. Он входит в состав картофеля, особенно его много в проростках и кожуре. Второй токсин – это лептинотарзин. Этот белок образуется в гемолимфе колорадского жука. Он устойчив к протеолитическим ферментам и действует на нервную и мышечную системы. Симптомы отравления включают гемолитическую анемию, тромбоцитопению, внутрисосудистое свертывание крови, гемоглобинурию и почечную недостаточность. Несмотря на свою ядовитость, у колорадского жука есть достаточно много врагов. Прежде всего на родине, в Соноре, его с удовольствием употребляет индейка. Эта птица ест и личинок, и взрослых особей. У нас таких врагов у жука гораздо меньше. Иногда их едят кукушки, но на картофельных полях они бывают редко. При отсутствии другого корма их могут поедать грачи. Среди естественных врагов жуков есть не только птицы, но и его сородичи – насекомые. Так, биологи Краснодарского научно-исследовательского института биологической защиты растений научились избавляться от насекомых-вредителей при помощи полезного хищного клопа периллюса. Периллюс уничтожает колорадского жука на всех стадиях. Яйца, личинки, взрослые жуки, которых он прокалывает хоботком и высасывает. Для популяризации ученые намерены создать круглогодичные фермы по разведению хищных клопов и рассылать боекомплекты дачникам. Этот клоп размножается, растет и поедает жука прямо на картофельном поле. Клоп периллюс – хищный клоп, тоже североамериканского происхождения, которого безуспешно пытались акклиматизировать в 1960-е и 1980-е годы. И все же пока широкого оборонительного альянса с насекомыми, поедающими колорадского жука, российским ученым создать не удалось из-за слишком сурового климата. Мы убедились в том, что перед нами хорошо вооруженный и умеющий выживать в самых суровых условиях пришелец. Но что же такого страшного он натворил, что против него ополчилось все человечество? На своей родине, в Северной Америке, этот полосатый вредитель, как и у нас, тоже успел основательно испортить отношения с фермерами и огородниками. Латинское название жука – Leptinotarsa decimlineata, что означает «10 полосок». И действительно, на крыльях жука видны желтые и черные полоски, их ровно 10 штук. Свое народное название жук получил в 1859 году после того, как опустошил картофельные поля в американском штате Колорадо. Впервые колорадский жук был открыт в 1824 году американским натуралистом и этмологом Томасом Сейем по экземплярам, собранным в скалистых горах на западе США на рогатом послене. Когда в 1859 году этот вредитель буквально уничтожил картофельные поля в штате Колорадо, он вызвал немалую панику среди фермеров, которые возделывали эту культуру. А через 20 лет жук стал настолько опасен, что многие фермеры перестали выращивать картофель, и это несмотря на то, что цены на него выросли в несколько раз. Тогда еще никто не мог предположить, что через несколько десятилетий этот завоеватель покорит не только США, но и Европу.
Несмотря на все меры предосторожности, новый вредитель быстро распространился по Северной Америке, а в 1876-1877 годах в трюмах судов, загруженных картофелем, жук благополучно пересек Атлантический океан и впервые появился в Европе в 1876 году в окрестностях немецкого города Лейпцига. А в начале 20 века колорадский жук распространился по всей Западной Европе. Избежать нашествия удалось лишь Великобритании, где он встречается относительно редко. Оказавшись на новых для себя территориях, жук обнаружил, что люди уже приготовили ему здесь обильную кормовую базу. В Европе было все, чем он привык питаться на родине. А кроме того, ему также пришлись по вкусу и новые для него растения, которые так заботливо культивировали фермеры. Колорадскому жуку нравятся листья растений семейства посленовых, таких как картофель. Но если картофеля рядом не оказывается, то насекомое перемещается на томаты, баклажаны, сладкий перец, дерезу, белину и физалис. Как личинки, так и взрослые колорадские жуки в первую очередь поедают сочные листья картофеля, лишая растения возможности фотосинтеза. Остается только голый стебель, который вскоре засыхает. Когда личинки жука поедают листья, они переваривают все пигменты, кроме каротина, который накапливается в тканях и окрашивает их тела в оранжевый цвет. Для жуков листья не единственный кормовой объект. Картофель они могут поедать в любом виде. После уничтожения листьев колорадский жук начинает питаться стеблем, а потом спускается и к созревшим клубням. Поедать посленовые насекомое начинает в апреле, и его пиршество может длиться вплоть до августа. Свою роль как орудие пропаганды колорадский жук сыграл в ходе Холодной войны. Наверное, старшее поколение еще помнит о неких американских диверсантах, планом которых было разрушить сельское хозяйство СССР с помощью колорадского жука. Так как в социалистических странах жук начал распространяться с началом Холодной войны, то в этом бедствии обвиняли ЦРУ. В польской газете «Трибуна Люду» была напечатана статья, в которой сообщалось, что жук на территорию Польши и ГДР был заброшен американской авиацией. В Чехословакии был даже создан комитет по борьбе с картофельным листоедом. Этот жук так вжился в сознание людей, что в 1998 году в венгерском городе Хедерваре был установлен бронзовый памятник колорадскому жуку. Он был приурочен к полувековому юбилею появления вредителя в стране. В борьбу с колорадским жуком вступали не только земледельцы, но и школьники, работники промышленных предприятий и даже армия. Самые активные сборщики жуков получали призы от Министерства земледелия. На самом деле западные спецслужбы не имели никакого отношения к вторжению колорадского жука. С этим он прекрасно справляется и сам. Это связано с тем, что колорадский жук – превосходный летун. Именно это его качество и позволило пришельцу почти мгновенно захватывать новые территории. 1958 год ознаменовался массовым перелетом жуков из Чехословакии в Закарпатье, где с вредителем еще не были знакомы. В это же время волны Балтики выбросили на берега прибалтийских республик тонны взрослых особей насекомых, среди которых, увы, оказалось немало живых экземпляров. В 1975 году колорадский жук достиг Урала. Год был засушливым, поэтому с территории Украины сюда везли солому на корм скоту. Вместе с соломой был завезен и жук-вредитель. Сегодня жуку удалось захватить весь огромный евразийский континент. Его не остановили ни горные хребты, ни тайга, ни степная зона. И все потому, что на всем пути следования его ожидал подготовленный самим человеком обильный корм. Главным фактором его распространения является массовое культивирование в России картофеля и томатов. Эти растения у нас высеваются в больших количествах. Все это позволило ему достигнуть Дальнего Востока. Еще в 40-х годах агрономы пытались сдержать агрессивного жука, но удалось лишь замедлить его продвижение на восток. Когда колорадского жука обнаружили впервые в России, ученые забили тревогу, все вспомнили про колорадскую трагедию. Сегодня численность колорадского удается сдерживать благодаря развитию химии.
Сейчас главным оружием против колорадского жука по-прежнему являются инсектициды, но назвать их стопроцентно успешными нельзя. В середине 20 века нашествие колорадского жука действительно казалось катастрофой, последствия которой могли оказаться сокрушительными для всего сельского хозяйства. Но людям все же удалось взять под контроль распространение пришельца, и это является одной из самых убедительных побед над опасным инвазивным видом. Но назвать эту победу окончательной пока нельзя. Обработка различными инсектицидами проводится там, где культивируется картофель в больших количествах. Но здесь нужно отметить очень важный момент. Подобные обработки необходимо проводить централизованно, и это как раз является очень большой проблемой. Так как картофель очень часто выращивают на приусадебных участках, где жука не уничтожают как положено, и это является источником его дальнейшего распространения. Поэтому посевы картофеля нужно обрабатывать полностью на всей территории. Однако еще в прошлом веке стало понятно, что большинство инсектицидов рано или поздно становятся неэффективными. Вредитель быстро привыкает к ядам и становится невосприимчив к ним. Уничтожать колорадского жука можно не только химикатами. Например, индюки и цесарки охотно поедают это насекомое. А вот уток анкона можно смело выпускать на картофельные грядки. Эти птицы не разгребают землю, а едят тех жуков, что сидят на ботве. Жуки находят кормовые растения с помощью обоняния, и на этом основаны методы, когда между картофельными кустами высаживаются сильно пахнущие культуры, которые отпугивают жуков. Известно, что пижма отпугивает жука, и из нее даже изготавливают препарат, которым обрабатывают картофель. Сможем ли мы в дальнейшем противостоять этому врагу, во многом зависит от того, насколько хорошо мы сможем изучить повадки пришельца и понять, какие еще сюрпризы он может преподнести. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!